Добрый день, подписчики! Еще один интересный способ нанесения для вас декоративной штукатурки. Наносить мы будем мармора. Это штукатурка, торговая марка Effectum. Она аналогична венецианской, но можно наносить более плотные слои. То есть такой очень эластичный, гладкий материал. Нанесение действительно очень легкое. Оно трудоемкое. Получается как? Нанесение само очень просто, но трудоемкость заключается в подсушивании феном. То есть наносить будем мы сегодня с помощью строительного фена, эффект получать. Что мы должны сделать? У нас стена должна быть шпаклеванная, акриловая или латексная шпаклевка. Это мы предпочитаем. Тоже подписчики, вот, например, пишут, что любят гипсовые смеси. Ну, вы делайте как хотите. То есть, если вы, например, используете гипсовые, ну, тогда делайте гипсовые. Но мы наносим на акриловые или латексные. Потому как гипсовая смесь, она очень сильно впитывает в себя влагу и, возможно, отслоение или еще какие-то там недоразумения. Поэтому лучше использовать акриловую или латексную шпаклевку в качестве подготовки. Мы на подготовленную поверхность окрашиваем первый слой. Краска влагостойкая. Она у нас является таким пропитывающим и фоновым слоем. Вообще под все тонкие покрытия, которые, ну скажем, не крупными слоями, да, краска должна быть под них. Ну либо праймер. Это как фоновый слой. На случай, например, если чтобы не просвечивала там какая-то гипсовая смесь у вас, да, или там акриловая, латексная. Пусть будет фон. Цвет может быть любой. То есть тут как получается? Если у вас белый фон, то будет, как это сказать-то? Вот мармуровый это такой тонкий материал, он как полупрозрачный, да, я бы так сказала по ощущениям. И из-под него будет виден вот этот фон. Он будет либо белый, либо он будет темный. Если он будет темный какой-то, то значит будет темным. Немножко как изнутри оттуда виднеться. Окрашиваем и ждем высыхания. У нас высох вот этот вот подложечный слой. Мы заколеровали декоративную штукатурку мармора. Вот тоже в похожий цвет, только посветлее. То есть вот такой вот цвет. Мы ее наносим следующим образом. Смотрите. Еще обратите внимание, что у меня в маленькой баночке колеровано. И где-то может быть местами не промешано, но я надеюсь, что проблем у нас с этим не возникнет. Вы когда в свою очередь будете колеровать, перемешивайте хорошо. Или в аппарате в миксере, в автоматическом, либо ручным вот этим миксером перемешивайте хорошо. Наносим декоративную штукатурку с верхнего левого угла таким слоем, ну пусть миллиметр-два, то есть не тонкий, не толстый. И мы не пытаемся создать какой-то рисунок, мы просто наносим хаотично, ну как-то вот так вот наносим. Смотрите, как кельма идет у нас. Хаотично вправо, влево, вверх-вниз. Наносим участок на стене примерно метр на метр. Вот таким вот образом. Дальше мы берем строительный фен. Строительный фен. Включаем обороты. И подсушиваем. Посмотрите повнимательнее и поближе, как начинают появляться трещины. То есть мы сушим феном. Вот они, вот эти трещины. И чем дольше вы сушите, тем больше этих трещин будет появляться. Еще обратите внимание, что мы сушим вот этот вот участок. А края мы оставляем, мы их не сушим. Здесь мы будем соединяться, следующий участок будем соединять. То есть не доходим феном до края сантиметров 5 примерно. Эффект расстрел спустившихся стен.
застаренный такой эффект. Вот они появляются, вот эти трещинки. Смотрите, как они появляются. То есть мы сушим феном, и вот они трещины пошли. Я думаю, достаточно. Продолжаем дальше, соединяем. То есть берем также на кельму материал и продолжаем дальше. Соединяем с сухого на мокрое. То есть отсюда начинаем, сюда ведем. Оп, видите, как зашли сюда? Вот смотрите, как получается, если зайти на подсушенную часть. Поправляем, то есть добавляем сюда участок. Сейчас это все сравняется, когда подсушим. Таким образом мы соединяем два участка. Идем в шахматном порядке. Также начинаем сушить. Здесь тоже подсушиваем до появления трещин. Здесь до края не доходим сантиметров 5, будем соединяться. Обратите внимание вот поближе. Вот этот участок, который мы, зашли, то есть мы когда наносили второй участок, мы зашли немножко на подсушенную часть и попытались добавить сюда, чтобы скрыть. Так вот в это место добавляйте побольше трещин, держите там побольше фен, чтобы это зрительно скрыть трещинами. Вот, появляются трещины, и вроде как и все сравнялось практически. Немножко видно, потом это можно будет подшкурить, а вообще в целом неплохо. Вот на стене таких будет немного, то есть где-то чуть-чуть будут они. Продолжаем дальше. Еще один момент. Если у вас натяжные потолки, то с феном туда лазить не советую. То есть это нужно делать либо до натяжного потолка, либо натяжной потолок, и это я имею в виду пленочный потолок. Его нужно чем-то укрыть, потому что горячий воздух прожжет потолок. Вот. То есть вот так вот добавляем. Накладываем штукатурку на кельму, накладываем слой миллиметра 2 и вот такими хаотичными движениями, что вправо-влево, то есть вот как-то так. Я уж тут доделаю нижний край правый тоже. Оставлять его уже смысла нет. В целом это уже готовый вариант. Он сейчас у нас подсохнет, приобретет равномерный цвет, и мы вам его снимем поближе. Здесь не видно практически вообще, то есть где-то какие-то дефекты. Это очень красиво в объеме, это уже полноценно самостоятельно. Дополнительно можно дорабатывать, если кому-то надо, чтобы блестело или еще что-то. Еще один момент. Фен нужен строительный. Не тот фен, которым мы голову сушим, а строительный фен. Его не обязательно
купить надо для того, чтобы сделать себе ремонт вот такие вот стены. Его можно взять в аренду, он в аренду сдается, мне кажется, в любом городе, не только в Ижевске. Например, в Ижевске стоит фен в аренду, ну, в районе 300-500 рублей в сутки. Сделаете вы самостоятельно, если вы не профессионал, ну, дня 3. За день вы, конечно, не сделаете, но дня 3, вот рассчитывайте так. Фен строительный, обороты, я думаю, что около 400. Близко не подносите. И у меня сейчас слабенький был фен, то есть я сушила достаточно близко. Если вы берете профессиональный фен в аренду, то отодвигайте его подальше и чувствуйте. Если, например, воздух очень горячий, и вы приближаете, то здесь пузыриться начнет, то есть начнется слишком быстрое нагревание и пузырение. Вот подальше отодвигаем и чувствуем. Чувствуете, то есть подсушиваете, чувствуете, что мало трещит, чуть-чуть приближаем, еще подсушиваем. Сейчас в конце видео вот это вот сухое вы еще увидите, готовый результат. А вообще в целом вот хороший вариант. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал. И всем пока! Мы находимся в строительном центре «Гвоздь», это Удмуртская, 304, офис у нас 108. Называемся мы «Гура Декор». Меня зовут Ольга.